Стрельцы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш второй прогноз на февраль 2024 года. Посмотрим, что вам подготовит этот период и на чем вам нужно сделать акцент. Какие события войдут в вашу жизнь в течение этого времени. Основные энергии месяца: работа, финансы, здоровье, личная жизнь, а также рекомендации от карт. Секунду, сейчас приподниму немножко карты, чтобы они вам были хорошо видны. Итак, приступим. Общие энергии месяца. У вас здесь ложится король жезлов. Я понимаю, что многих может смущать здесь прорисовка арканов, но это особенности, специфика этой колоды. Если вам интересно, можете погуглить и, скажем так, более детально это изучить. Так вот, аркан, который говорит о ситуации влияния на ряд событий мужчины огненной стихии, Овен, Лев или Стрелец в течение этого месяца и взаимодействие с ним. Если мы будем брать в целом концепцию, то это аркан, который указывает на ваши амбиции, на цель, на стремление, на план или планку, которую вы ставите перед собой. Поскольку, если меня смотрят мужчины, это акцент на вас самих, на каких-то преобразованиях, как внутренних, так и внешних. Для девушек и женщин это помощь, может быть, поддержка, содействие со стороны этого человека. Мы с вами сейчас уточним, в какой нише для вас в большей степени может отыграться этот аркан. И как мы видим, здесь ложится карта суд. Во-первых, у вас может появиться мотивация вернуться к каким-либо прежним вещам, занятиям, на которые у вас не хватило времени, духа, запала, то теперь знаете, как появится мотивация. Потому что суд — это что-то восстановить. И, как следствие, вас на это может замотивировать этот человек. Опять же, с кем-то восстановить отношения. Или, например, вернуться к тому хобби, которым вы занимались ранее, но почему-то бросили, у вас опустились руки. То есть это, знаете, как восполнить, восстановить все то, что вами было забыто ранее. Если смотреть вопросы работы. Восьмерка монет, конечно же, это работа, активность, трудоустройство, активные действия. Звучать они тоже будут по-разному для каждого из вас, потому что все вы в разном социальном статусе, кто-то работает, кто-то нет. Поэтому давайте раскроем этот аркан. Для тех, кто у нас сейчас не работает и работать не может. Пятерка чаш в связке с этим арканом – это тягостные бытовые обязанности, которые действительно вас ограничивают, потому что, видите, сдерживают широту вашей души, полет, возможности реализации. Но, знаете как, их тоже никто не отменял. Обидно, досадно, но ладно. Вы можете получать, так сказать, материальную помощь или компенсацию от ваших близких, кто-то, может быть, от государства за ваши действия, в особенности, если вы кого-то здесь досматриваете. Но это, конечно, не то, в чем бы вы хотели себя реализовать. Но есть одно но. Возможно, вы можете вести свой блог по своим тяготам текущей жизни, обсуждать это с единомышленниками, и это может вам в том числе принести немалую монетизацию. То есть здесь, как карты показывают, измени свое отношение к ситуации. На этом тоже можно заработать. Какая бы ни была проблема, ситуация, это, знаете, как делитесь с этим социумом, и вы можете найти и помощь, и поддержку, и рекомендации, и более того, если вы что-то успешно преодолеваете, повторюсь, это как зарабатывать на этом. Если вы являетесь у нас соискателем. Восьмерка монет и тройка мечей – это максимум найти работу, которая вас не устраивает. Или это может быть деятельность, которая, скажем так, ниже ваших амбиций. Вы вынуждены можете быть согласиться на трудоустройство по причине финансовых каких-то ситуаций или проблем. Потому что, как показывают арканы, обидно, досадно, ну ладно. Это, знаете, как переждать текущую ситуацию. Потому что дно колоды у вас рыцарь мечей. Видите, как наковальня, тяжелый труд, ответственность. И опять же, это агрессия, которая направлена вовнутрь себя. То есть внутренний протест. Но да, вы можете, безусловно, отказаться, но если сложное материальное положение, это просто как принимать правила игры. Для тех, кто у нас является наемным сотрудником, у вас здесь ложится аркан мир.
В связке с восьмеркой монет это хорошие перспективы, потому что и возможности роста, и опять же вы можете работать дистанционно, искать какую-то там подработку или, может быть, основную деятельность удаленно, дистанционно, или же получить международный контракт. То есть для вас это действительно все идет со знаком плюс. У тех же, кто владеет собственным бизнесом, здесь на повестке дня у нас королева мечей. Это какие-то проверки, аккредитации, верификации. Это проверка качества ваших работ, уровня вашего профессионализма, компетенций. Поэтому здесь будут оценивать, что вы себя представляете как специалист, как мастер. Ну и, конечно же, оценка ваших личностных качеств. Далее. Если анализировать просто саму структуру бизнеса вот в связке с этим арканом, то это указание на то, что вас будут оценивать клиенты, конкуренты. Кто-то может, знаете, так сказать, писать резюме, отзыв относительно ваших товаров, услуг и взаимодействия с вами. Иногда это может быть предвзято, но вместе с тем вот этот отклик и отзыв, он даст вам возможность понимания каких-то ваших ошибок, уязвимых мест, ну и, соответственно, ваши действия, чтобы изменить эту ситуацию и изменить ее в правильное для вас русло. Финансовая сторона вопроса, у вас ложится аркан сила. По силе это ресурсы, которые достаются тяжело, но с деньгами здесь проблем нет. Стабильная финансовая ситуация. Да, через тернии к звездам, но тем не менее самое главное это закрытые все ваши базовые потребности. Почему говорю через тернии звездам? Обратите внимание, видите, сквозь оковы, сквозь боль, сквозь пот, сквозь кровь. То есть деньги, которые, да, в чем-то даются тяжело, и об этом подтверждает карта для тех, кто вынужден устраиваться пока на те вакансии, которые не особо вас устраивают. Но, тем не менее, это позволит вам обрести какую-то финансовую поддержку. Вопросы здоровья. Карта маг. Маг, конечно, это карта самоконтроля, дисциплины, режима, регулярности, будь то прием лекарств, витаминов или, в принципе, упражнений, которые вы выполняете. Ну и, конечно же, взаимодействие с лечащим врачом. Это все, что касается у нас анализа, протокола лечения, потому что, видите, открываю, здесь ложится паж мечей, это докопаться до истины, понять, что не так, что болит, почему болит, что послужило тому причиной. То есть это в целом как вопросы диагностики и контроля тех явлений, тех симптомов, которые могут вас беспокоить. Вопросы личной жизни у нас здесь ложится король чаш. Конечно же, карта может указывать на знакомство с мужчиной водной стихии, рак, скорпион или рыбы, то есть для девушек, да, для тех, кому это актуально. Во всех остальных смыслах это проявление вашей чувственной стороны. Будем смотреть, будем раскрывать. Для тех, кто у нас свободен на данном этапе, что у вас здесь? Ложится паж жезлов. Это знакомство. Не могу сказать, что оно многообещающее. Это, знаете, как может быть увлеченность, флирт, эмоциональная привязанность, но вы не делаете каких-то больших ставок в отношении этого знакомства. Потому что здесь вас цепляет душевность, человеческая ментальность, эмпатия и расположение к данной личности, вне зависимости от того, мужчина вы или женщина, потому что здесь знакомство, знаете, может быть с человеком младше вас, юным, или даже если человек является вашим ровесником или старше, но по энергетике, по содержанию, по харизме, это, знаете, такой человек, который все время, знаете, как юн душой, может моложаво выглядеть, потому что паж жезлов — это, как правило, лица, которые такие харизматичные, амбициозные, энергичные, все время на подъеме и действительно, знаете, как готовы за любой кипиш. Более того, люди, которые вас легко могут увлечь своей вот этой вот харизмой, своим вот этим вот непоседством и ситуацией хаоса в их жизни. Вам этого может просто не хватать. Если рассматривать ситуацию для тех, кто у нас в любовном треугольнике, то король чаши, аркан дурак — это понимание или осознание несерьезности этих отношений. Тут однозначно делается акцент на легкость, на непринужденность, на отношения здесь и сейчас, без планов и перспектив на будущее. Но я могу сказать, что вас устраивает таковое положение вещей. Во всяком случае, в течение этого месяца. Если анализировать ситуацию для тех, кто у нас в стабильных союзах, король чаши, карта башня. Это ситуация кризиса. У многих отношения могут быть под вопросом. Или накопились какие-то
спорные моменты, раздражение друг на друга, накал страстей. Поэтому арканы здесь призывают решать эти вопросы не самостоятельно, а при помощи грамотного психолога, ну и взаимодействия с ним. Терапия и ситуация, когда вы можете излить свои переживания, обиды, недосказанность и прояснить те моменты, которые, возможно, вас не устраивали. Смотрим, что здесь в плане рекомендаций. У вас ложится 6 чаш. Карта ностальгии, воспоминаний, приятных мыслей. И знаете, как желание окунуться в прошлое. Будь то прочтение книги, просмотр фотоальбома или общение с друзьями, которых вы давно не видели. На что здесь идет акцент? 6 чаш – это проанализировать прошлое. Вынести все то полезное, что вы имели или было сделано вами, и, скажем так, перенести его в будущее. Но и опять же, может быть, побаловать себя чем-то из прошлого, то, что вас воодушевляет, приносит вам ощущение счастья, радости. Поэтому концентрация здесь только на позитиве. Опять же, 6 чаш – это вопрос восстановления отношений, общения, взаимодействия с кем-либо, будь то друзья, коллеги, знакомые, а может быть и ваши бывшие партнеры или партнерши. Потому что для тех, кто у нас свободен, то тогда это будет вопрос интереса, что у тебя сейчас в жизни, как ты живешь, чем ты живешь, и стоит ли нам попробовать вновь. Смотрим с вами на неожиданность периода. Что у вас здесь? Так, ой, вы знаете, у вас здесь прекрасные карты. Объясню почему. Смотрите, гроб солнца – это восстановление энергии или возрождение энергии. Опять же, по карте плетки через эмоциональный всплеск, душевный раздрай. То есть это когда вы изливаете какие-то негативные эмоции. У кого-то через спорт, для кого-то арт-терапия, у кого-то хобби, для кого-то через работу с психологом, потому что одну колоду у нас рыбы. Рыбы – эмоции. Конечно же, это и карта денег, но здесь это в первую очередь, знаете, как раскрыть все то, что вас тяготит, избавиться от этого эмоционального груза. И тогда вы сможете обрести легкость. Еще, если это вопросы энергетических чисток, то это снятие деструктива. Если вы чувствуете какой-то отток сил, отток ресурсов, то, как ни странно, вам в этом может помочь вода. Начиная от вопросов водных процедур, плавания, закаливания, растираний. Опять же, вода – это может быть энергетическая вода, заряженная, заговоренная, которая используется для каких-либо ритуальных практик. Но в любом случае на вас это будет положительно сказываться. Даже если кто-то сейчас будет посмеиваться и говорить, что это эффект плацебо, возможно, но, как мы знаем, эффект плацебо тоже работает. Поэтому используйте себе во благо, пусть ваша жизнь меняется к лучшему. Месяц у вас наиболее знаков и значим в сфере финансов и в вопросах здоровья. Обратите на это внимание. Я, в свою очередь, закрою вам арканы таким образом, чтобы все шло со знаком плюс. Была легкость, зона комфорта, ну и, конечно же, контроль над любой ситуацией в вашей жизни. Благодарю вас за то, что вы остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч.